Сегодня трейдерам в телеграм-канал присылал сделку по индексу DAX, $2700 прибыли. Я обещал им рассказать все подробности моего входа, что объединяет вот такие сделки, то есть как приходят самые большие профиты, вот что на графике конкретно мне нужно увидеть. И вот сегодня мы это разберем. И также, если вы не в курсе, что еще происходит самая большая распродажа 2023 года, посвященная, уже наверняка вы 200 миллионов раз слышали, Черной пятнице. Сейл масштабный, ссылка под этим видео, успевайте, подключайтесь, и туда же в это предложение встроены все сигналы, о которых сегодня пойдет речь, но я хочу прямо вот досконально пройтись, раскрыть вам все детали, потому что когда я с вами их раскрываю, я торгую их еще лучше, да, или на онлайн торговле, когда их разбираю. Давайте посмотрим. Итак, индекс DAX, неважно, вы его торгуете или нет, это работает на любом символе, любом инструменте, любой таймфрейм, неважно. Сегодня 10 утра, это то время, когда я начинаю работать на Мосбирже, то время, когда я смотрю на европейский рынок, что вообще там происходит и так далее. Вот что сегодня я увидел, вот самое первое, прям идем от начала до конца. Сейчас здесь появится скриншот тех сделок, чтобы вы видели, что я реально в этих сделках был. И в самом начале скрина, и в самом конце, когда я уже выходил из позиции. Прежде чем мы начнем, я хочу поделиться с вами одним очень важным знанием. Наверняка вы слышали это, наверняка вы тоже подозреваете, что так должно работать в трейдинге и так можно зарабатывать. Без моих сейчас систем, ни намека на то, что иди там Black Friday, иди купи, нет. Но я гарантирую, что если вы сейчас вот это возьмете на заметку, то ваша торговля будет на совершенно другом уровне. Вот смотрите, все, что мы делаем с трейдерами, все, чему я обучаю, это два параметра. Первый параметр это L, локация, а второй это S, событие. Вот нам нужно поместить событие, то есть сигнал, в определенную локацию, то есть в определенное состояние рынка. А рынок бывает в двух состояниях. Это состояние узкое, так называемая flat, скажем, да, боковик, или когда рынок ничего не делает. То есть рынок сжимается. Еще раз, рынок сжимается. И вот когда состояние, локация узкая, мы ищем сигнал, момент начала растяжения, потому что обязательно после сужения пойдет расширение. Так двигаются рынки. То же самое в южном, да, направлении вниз. Ставьте лайк, если вам полезно. Ставьте лайк, если вам полезно. Ставьте лайк, если вам полезно. Потому что вот это вообще просто крышеснос какой-то был для меня, когда я стал вот туда копать. Я уже использую больше 5 лет эти алгоритмы, да, и точки волатильности в частности. И когда до меня стало это доходить, насколько это сильно, насколько это круто, просто вот я не знаю, в мозгах начали происходить изменения, и ты реально смотришь на график не через призму того, что ты мог заработать, или вот оно пошло движение, а ты смотришь через вот этот фундамент, через вот эту основу, что цена далеко или близко, и все. И ты понимаешь, если она далеко, единственное, что ты можешь делать, это ждать, когда будет близко, чтобы прыгнуть на расширение, либо играть против этого, ожидая, когда будет близко, если цена уже ушла от ценности. Вы понимаете меня? Ничего страшного, если вы новенький. Еще раз объясню. Вот смотрите, рынок пребывает в двух состояниях. Узко, когда ничего не происходит, узко, сузился график. Что значит сузился? Свечи мелкие, он застрял в каком-то диапазоне, консолидация, ничего не делает. То есть она не идет вверх или вниз, она стоит, она замерзла, зажалась. И потом после этого произойдет бум, выстрел. Вам не надо думать, в какую сторону, вам рынок сам подскажет. Как я сказал, второй это ивент, то есть событие. То есть какое событие мы увидим выше или ниже этой зоны сужения. Все.
И вот нам надо вот этот момент вот здесь, здесь, здесь поймать. Или, если мы уже пропустили, мы можем здесь, наверху, сыграть на возврат к ценности, на откат. И вот здесь фундаментальный вопрос, что мы будем принимать за эту ценность? Что мы будем принимать за вот этот ориентир, вокруг которого цена сужается и расширяется? Сужается, расширяется. Что будет вот этим центром? Для меня это точки волатильности. Черный и белый. Почему? Потому что мы откроем абсолютно любой график, любой таймфрейм, любой инструмент, мы увидим эти принципы. Вот смотрите, узко, да, шире, пауза, коррекция, приближаемся, 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 моментом удаляемся от белых точек, потом опять к ценности, ценность, 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 бум, расширяемся, опять сужаемся и вот так. Понимаете? Вот он весь цикл, вот все, что вам нужно, в принципе, использовать для того, чтобы формировать свои торговые идеи. И что здесь произошло? Посмотрите на вот эту картинку. Это картина маслом буквально. Предельное, просто предельное сужение. Посмотрите, какое расстояние от белой точки до цены вот здесь. Ну, посмотрите. Если вы участник моего закрытого чата на онлайн-торговле, вы это все в реальном времени наблюдаете. То, что я сейчас вам показываю, все в реальном времени. Никакой истории, никаких данных прошлого и так далее. То есть вот оно, предельное сужение. Я понимаю, что сейчас последует расширение. А как я понимаю, что наиболее вероятно вверх? Ну, потому что цена над белыми точками. А белый бай, белый бай. Второй критерий здесь. Смотри вниз, смарт-осциллятор находится в экстремально сжатой фазе. Экстремально сжатая фаза, то есть он у нуля, это значит, что цена у ценности, максимально узкий рынок, еще не произошло расширение. И вот это ранняя из самых возможных стадий начала тренда. И здесь я даже не говорю про свои сканеры сейчас, я говорю чисто вот про эту картинку, эту ситуацию. И когда я такое вижу, я понимаю, что у меня очень большие шансы сделать профит. Вот здесь, например, DAX пошел наверх в районе 16 тысяч, я его начал фиксировать. DAX пошел наверх, посмотрите, как он уходит от белых точек. Это есть на курсе, кстати, этот сигнал. Это называется DS, Dual Space. Dual Space — это когда смарт-осциллятор, видите уже где? Если здесь он у нуля, то здесь он плюс 100. Есть ли разница? Да, здесь рынок предельно растянут, здесь он предельно сжат. И посмотрите расстояние, какое здесь между точками и ценой, и здесь. Есть разница, вот просто взгляните на этот график. И хочу донести не то, что это единственная система Аркадия Романовича, которая только в мире существует, все остальное ерунда, только ее там надо смотреть. Нет, я хочу через свою систему, через свои индикаторы, через свои методы, которые я использую, донести до вас соль, на суть торговли, что рынки движутся от сужения к расширению. И если ты пытаешься вот здесь, например, купить, потому что идет тренд, не обращая внимания на то, что рынок растянут, ты постоянно мимо кассы, ты постоянно теряешь деньги. Ты можешь торговать вот здесь великолепный сигнал, который отрабатывает просто безумно, но ты его торгуешь не в той локации. То есть ты выбрал правильное событие, то есть событие, я имею в виду паттерн, сигнал, но не в той локации. Вот этот, скажем, паттерн, например, который появится здесь, или паттерн, который вот здесь, это два разных паттерна с точки зрения локации. Они выглядят одинаково, но расположены в разных точках графика относительно ценности. Вы понимаете, насколько это просто бомбическая для вас информация, особенно если вы новенький, если вы опытный трейдер, вы, возможно, это знаете, используете и извлекаете из этого прибыль. Но если вы новенький трейдер, для вас это, вы должны схватиться за это просто и начинать штудировать по полной программе. В телеграм-канале я регулярно трейдерам это напоминаю. Коллеги, смотрите на эти закономерности, на эти циклы. Первое, чем вы должны заниматься как трейдер, который новенький пришел на рынок, это циклы исследовать свои. Свои, естественно, да, и рыночные циклы в первую очередь. Свои циклы я имею в виду, когда вы лучше торгуете, когда вы хуже, в какое время, но сегодня не об этом, сегодня не о психологии, сегодня больше о технике. И все, что вот нужно, вот как мне работать с теханализом. Вот, Аркадий, с чего? С уровней, да, оставь ты эти уровни в покое.
С паттернами оставь паттерны в покое. Циклы. Это важнее, потому что ты можешь использовать, правильно рисовать уровни, правильно определять паттерны. Все у тебя, ты прям изучил уже там индикаторы свои все подбил, а все равно мимо кассы, все равно не получается. Ну потому что не учитывается этот цикл. И мои методы, которые я использую, мои, скажем так, системы, они как раз заточены под определение вот этих циклов. Расширение, сужение, расширение, сужение. Хочу показать еще один рынок. Это рынок золота. Вчерашний график, мы с трейдерами на онлайн-торговле его тоже разбирали. А вот смотрите. Вчерашний график. Вспоминаем то, о чем мы говорили только сейчас. Смотрите на смарт-осциллятор. Видите внизу, он прилип к нулю. Еще раз, это говорит о том, что на рынке узко. И это глазами вы видите. Фаза сужения. То есть, какой я нахожусь локации. Узко. Да или нет? Да. Цена экстремально близко к точкам. Да или нет? Да. И вот здесь мы видим, точки стали расти, прижиматься. Это называется как раз компрессия, сужение волатильности. То есть рынок вот в этом месте выходит из экстремальной фазы сужения. Значит, какая следующая? Расширение. Как мы понимаем, что расширение вверх, точки белые снизу, то есть цена над белыми точками. Если над белыми точками, то значит вверх. Смарт-осциллятор зеленый. Все. Вот это базовая установка. И дальше можем включать сюда price action паттерны. На самом деле здесь будет работать вообще все. Вот если вы правильно определили локацию, все остальное, оно, априори там будет. И потом смотрите, что происходит. Мы постепенно, видите, удаляемся. Расстояние между ценой и точками растет, видите. А здесь мы достигли более широкого значения. Это как называется? Только что? DS Dual Space. Двойное расширение, двойное удаление от ценности, когда и наш смарт-осциллятор плюс 100 показывает, то есть упирается в потолок, и цена точек, видите, как улетела. А ты можешь, например, думать, что тренд пошел наверх. О, какая свеча сильная, все, золото растет, покупаем. И вот здесь я раньше так делал постоянно. Я удивлялся, почему результатов нет. Я столько времени, вы не представляете, посвящал паттернам, сигналам, индикаторам, чтобы они все показывали в одну сторону. У тебя здесь все твои индикаторы будут показывать buy. Твои скользящие будет показывать buy. Твой RSI будет там расти. Я не знаю, там все, что ты сюда давай. Уровни, вот они все пробиты вот слева. Уровни, максимумы все пробиты. Все вверх, покупай. Но это не имеет ровным счетом никакого значения, даже не имеет значения, какой уровень там был пробит. Имеет значение, как сейчас, в данную секунду времени, в данную минуту цена далеко или близко от ценности, потому что там сидят, я не знаю, трейдеры, которые двигают этот рынок, фонды, я не знаю, кто там еще по ту сторону экрана, они это в реальном времени видят. Понимаете, все это видят в реальном времени и, естественно, реагируют на это. И чаще всего после вот такого расширения волатильности, еще раз, после такого расширения будет что? Сужение. Это не значит, что будет разворот. Это значит, что это место, где ты точно не имеешь права больше покупать. Ты можешь фиксировать, если ты где-то внизу купил, но там ты не имеешь права покупать. Продавать — это уже отдельная история, это контртренд, рынок бычий. Да. Но редко вы будете видеть продолжение тренда в отдельных аномальных каких-то там новостных, может быть, но это не норма. Потом рынок куда приходит? Куда он придет потом после удаления? К ценности опять вернется, где ценность — белые точки волатильности. Именно эти параметры, которые я использую, потому что если любые другие, они уже не так эффективны. Затем что происходит? Рынок отскакивает от этой ценности, идет наверх, и вот здесь я начал искать с трейдерами на онлайн-торговле покупки, зона buy. Почему? Потому что опять мы видим, точки прижимаются к ценам. Уже не так хорошо, как это было в самом начале, потому что рынок уже здесь раскочегарился. Вот эта самая экстремально узкая фаза, она осталась в прошлом. Это тоже узко, видите, расстояние небольшое. Оно постепенно начинает расширяться. Я трейдерам вчера говорю, ни в коем случае
здесь не покупай. Ты можешь видеть очень сильные бары или свечи какие-то, или поглощения там вверх. Я не знаю, все что угодно, что указывает на рост. Пробой треугольника какого-нибудь, ради бога. Но это ничего не будет работать так стабильно и эффективно. Почему? Потому что цена будет далеко от ценности. Если здесь это ты видишь, это поздно покупать. Посмотри, какое расстояние здесь. И где точки, точнее, где находится смарт-осциллятор. Все, вот что нужно трейдеру, а не анализировать, как я, например, раньше, часовой график он смотрит, дневной график он смотрит, все он сверяет, сопоставляет, чтобы лишь бы все указывало в одну точку и все равно мимо. Да. Столько работы, столько усилий, а без толку. В общем, трейдеры, скажем так, мораль этого видео очень проста. Первое, это если вам нравится, отзывается, откликается то, что я делаю, то, как я работаю, то прямо сейчас подключайтесь к специальному предложению, так как ноябрь, конец ноября, вот эта неделя, кибернеделя, самая выгодная с точки зрения финансов для подключения и дальнейшей работы, дальнейшего использования всех моих алгоритмов, стратегий, систем. Посмотрите, там несколько вариантов для каждого трейдера, если вы начинающий или если вы более опытный трейдер. Для каждого есть свое, скажем так, свой алгоритм, свое место. И вторая мораль, да, можно сказать, этого видео в том, что вы наконец-то стали свое внимание обращать не на то, как цена себя ведет с точки зрения паттернов, там, с индикаторов, а с точки зрения цена и ценность. С точки зрения локаций и события. Локации и события. Локация узкая, широкая. Событие в направлении этой локации.